Все, мы в эфире на всех наших платформах. Итак, сегодня 16 мая, пятница, 9 часов вечера. И традиционно, как по вечерам, к нам приходит Весткар. Здравствуйте, Сергей. Добрый вечер. Всем Итак, добрый вечер. Сергей Рачинский и с обзором событий последней недели, которая у нас была. Ну что, я напоминаю, что мы выходим сразу в Фейсбуке, Ютубе и еще и на платформе Twitch. Там, где удобнее, можете смотреть и ставить свои вопросы, писать комментарии. Я везде все читаю, так что если есть вопросы к Сергею, то можно задавать. Да, с удовольствием отвечу. Ну, а что касается новостей, то, безусловно, все в курсе, как бы основное событие у нас разворачивается на глазах. Сегодня мы все были свидетелями, значит, первого раунда переговоров. Его долго вообще-то ждали. трудно назвать переговорами, вообще-то. Ну, да, такой стамбульский на цирк с двумя что клоунами. они спромоглись, да. Трамп и Путин оказались главными клоунами, причем когда и не приехали туда. Да. Ну, видимо, они все озабочены в основном тем, как это все для себя там устроить получше. Вот. А Украина, как всегда, оказывается где-то, значит, сбоку, на обочине. Ну, к сожалению, тут, так сказать, жаловаться некому. То есть это результат многолетних усилий украинской власти. То есть страна доведена, так сказать, до ручки. И, в общем, сегодня это все проявляется. Жаловаться, так сказать, не приходится. Но, тем не менее, я думаю, что хотя бы, по крайней мере, вот это решение об обмене 1000 на 1000 пленных, это уже позитивный сигнал. Вот. Значит, напомню просто, может, кто-то пропустил, они расстались на, значит, согласовании того, что каждая сторона предложит свою версию, значит, как прийти к 30-дневному перемирию, прекращению огня. Вот. Ну, ясно, очевидно, что эти предложения будут абсолютно несовместимы и несовместны, но, по крайней мере, насколько я, по крайней мере, понял вот из сбивчивых сообщений отовсюду, продолжение будет. То есть русская делегация улетела в Москву доложиться начальству. Вот. И, судя по всему, вот эта стамбульская история, так сказать, она на этом не закончилась. То есть, скорее всего, они соберутся еще раз. Ну, по крайней мере, еще раз. Вот, так что будем надеяться на продолжение. Ну, а как бы основные мысли, которые возникают вот от наблюдения за всем происходящим, у меня лично в основном сводится к тому, что мы видим, как работает вот государственная бюрократия. Как бы она себя там не называла, как бы они себя не определяли как люди, принимающие решения, они тянут, так сказать, резину. То есть они тянут время. И главная проблема, которая сейчас стоит, это как скрыть очевидный факт, что эти переговоры могли пройти гораздо раньше. И то есть совершенно не было никакого смысла в том, чтобы вот все это время тянуть, эти долгие месяцы, а то, может, даже и годы. То есть нам рассказывали о том, что мы якобы воюем для того, чтобы улучшить свое положение переговорное, но мы видим, что на переговорах никто не спрашивает ни о каком положении. Я не думаю, что удастся каким-то образом извлечь пользу из тех курских событий, там, из вот событий в Белгородской области, из этих всех обстрелов, которые сейчас ведутся. То есть, ну, к сожалению, спектр влияния на Россию у украинской власти очень ограничен. Вся надежда, как говорится, на Трампа. Но Трамп сейчас занят как многостаночник. Он, так сказать, занят сразу многими вещами. Вот. И тут надо просто, так сказать, набраться какого-то терпения. Я думаю, что, может быть, все-таки руки дойдут, так сказать, у него до того, чтобы где-то встретиться с Путиным и перетереть там какие-то важные вещи. Вот этот вот шум вокруг того, что Путин не приехал, там еще что-то, я думаю, это совершенно напрасно было сделано. То есть
Напрасно Зеленский эту тему вообще педалирует. То есть вообще вот и вторая как бы вещь. Вот первая это затяжка времени для того, чтобы вот скрыть тот факт, что дальнейшее продление этой всей истории не улучшает ситуацию. А второй аспект, который вот бросается в глаза, и мне, по крайней мере, для меня он, так сказать, характерным является, это постоянная игра вот от этой русской печки, как я это называю. То есть наши официальные лица постоянно рассказывают нам что-то про Россию, про Путина, про их делегацию, про то, что она там не такая, что Путин не приехал, что он, значит, там врет, что он не оправдывает доверие, что он не придерживается того. То есть вот этот постоянный поток рассказов о Путине, вот я считаю, это совершенно бессмысленная вещь. То есть да, понятно, пропаганда заточена, так сказать, на такую форму. Но она себя исчерпала, уже все, хватит, уже, ребята, надо им там как-то переменить пластинку. Начинайте рассказывать о себе, то есть о ваших позициях, о ваших интересах, о том, что вы хотите, что в ваших головах, какие у вас приоритеты, а не рассказывать о том, что там Путин не то делает, Путин не то говорит, там еще что-то, они опять, значит, облажались, они там, значит, что-то. Ну, это не конструктивная совершенно вещь, и повторяю, она себя исчерпала. Мы уже 3 с лишним года слышим вот про эти рассказы о России. Украинские новости вообще полны почему-то подробного изложения того, что там, где Песков что-то там, значит, ляпнул, там, значит, какой-нибудь Шойгу, какой-то Медведев, какой-то бред алкогольный сообщает, его нам обязательно передадут, обязательно слово в слово, так сказать, что это что-то должно значить. То есть хватит уже жить вот от России, вот это отталкиваться от России. Вот для украинской власти это порог, и он уже становится просто каким-то патологическим. То есть надо осознавать себя как самостоятельную какую-то единицу, которая преследует свои цели, потому что речь сейчас все время идет о том, как бы нам России навредить, типа, как бы нам избежать того, что они там задумали. Задумайте что-то сами, задумайте что-то свое, попробуйте это навязать. То есть вот этот вот, так сказать, сознательная постановка в позицию, так сказать, защиты такого второго номера, как говорят футболисты, это играешь вторым номером. Вот эта вещь, она себя исчерпала. То есть с этим нужно заканчивать, иначе это будет выглядеть все более и более странно. Ну, чтобы не зацикливаться на этой теме, я просто позволю себе небольшое отступление, как бы для разнообразия повестки. На этой неделе мое внимание привлекли 2 новости из Британии, или связанные, вернее, с Британией. Во-первых, король Чарльз оказался 238-м в списке 350 самых богатых людей и семей Великобритании. Его состояние оценивается в 640 миллионов фунтов. Вот как бы очень характерное, так сказать, показатель того, как выглядит монархия, современная монархия. То есть быть властью, быть ближе к власти, быть при власти – это не способ зарабатывания денег в современном мире. То есть и вот это кардинально отличается от наших реалий. То есть вот почему на это хочется обратить внимание, понимая, причем всю, так сказать, условность монархии в Британии и так далее, ее декоративность, но тем не менее, то есть наши реалии вот показывают, что мы живем все еще в доисторическое время, когда власть и деньги являются синонимами. То есть когда в списке самых богатых людей на первом месте те, кто при власти. В Украине, например, традиционно так называемые олигархи возглавляют все эти списки. Но они не являются рыночными акторами, они являются частью государственной системы. То есть это как бы агенты государства, которые обслуживают его интересы. И поэтому и эти все, так сказать, их состояния, они не заработаны на свободном рынке, они не заработаны там в условиях какой-то конкуренции.
или там унаследованный, как, например, тот же король Чарльз, он, значит, все от бабушек и дедушек своих унаследовал. Нет, то есть здесь мы видим, вот насколько наши миры различаются. Мир Запада и мир Востока вот в Европе. И это как бы очень серьезное различие. Поэтому вот все эти разговоры о евроинтеграции, о том, что у нас выбор европейский, значит, они лишены всякого содержания до тех пор, пока мы не начнем видеть вот примерно такую же ситуацию, когда власть в Украине будет где-то там, значит, на сотых местах в списках самых богатых людей. А вторая новость, связанная с Британией, это то, что она, правда, касается Америки напрямую. Значит, там в Гарварде, в университете, обнаружили документ, это текст «Великая хартия вольностей», Магна Карта, известный, так сказать, всемирно документ, важнейший, один из важнейших документов человеческой истории. Они обнаружили, что дешевая копия, вот, которую, как они полагали, оказалась, собственно, практически оригиналом. Ну, то есть, видимо, одной из рабочих копий, то есть документа, который писался прямо вот в 1300-х там годах. Это, конечно, великолепная история. То есть купить документ на аукционе за 40 фунтов там или за сколько-то, вот, а сейчас обнаружить, что он бесценен, по сути, эта история заслуживает того, чтобы о ней вспомнить. Я тут добавлю от себя только одно. Ходите на барахолки, смотрите вокруг себя. То есть сокровища, они где-то вот, так сказать, недалеко. Надо быть внимательным и, значит, ну и, в общем, любознательным. Значит, дальше то есть я, в принципе, считаю, что вот эта тема переговоров, она не заслуживает пока что какого-то глубокого анализа. Там нечего анализировать. Вот, с нами играют традиционную политическую игру. Кто не спрятался, тот не виноват. Тот я не виноват, типа, то есть там, значит, они пытаются сделать дураками друг друга. То есть пусть приходится за этим наблюдать. Никакого другого способа воздействовать на это все нет. То есть, несмотря на то, что украинцы, в общем-то, ну, имеют свое мнение по поводу всего происходящего, но какого-то способа навязать это понимание делегации, которая как бы представляет Украину, в Украине не существует. Поэтому будем ждать продолжения этой истории, а потом, я думаю, уже по итогам мы сможем более внимательно на ней остановиться. Сейчас я хотел бы упомянуть новость, которая пришла из Берлина. В Европе вообще много происходит интересных и важных событий. Кстати, вот я хотел бы обратить внимание на одну деталь. По поводу первого вот этого раунда переговоров многие уже высказались, там вся европейская верхушка, значит, Стармеры в Британии тоже, они все довольно критически относятся к происходящему, считают, что, значит, Путин там, значит, ведет себя неправильно и его следует наказать. Правда, никто, естественно, не способен этого сделать, но поговорить об этом все хотят. И вот, среди прочего, со своей точки зрения выступила Джорджия Мелони, премьер-министр Италии. Я просто хочу обратить внимание всех, кто за этим следит или кто считает, что это достойно внимания. Ее ведь нет на вот этих всех сходках, так сказать, европейских. То есть вот вся эта тусовка, которая ездит по миру, значит, то к Зеленскому, то вместе с Зеленским, то Зеленского к себе приглашает и так далее. Мелони там нет. Она ездила только к Трампу поговорить в последнее время, и все. Она явно занимает очень осторожную позицию по отношению к тому, что происходит в Европе. И это, мне кажется, довольно здоровая точка зрения. У нее, правда, как бы в медиа не очень хорошая репутация, она записана в правые силы, так сказать. Вот. А правые — это у нас как бы сразу уже практически ярлык. Вот. Но, тем не менее, мне кажется, я бы считал, например, что Зеленскому было бы удобнее и выгоднее с ней пообщаться более тесно, чем вот с этими
сбитыми летчиками, с которыми он последнее время проводит время. Дело в том, что если вы посмотрите, то, так сказать, и Стармер – это человек, который еле-еле, так сказать, держится за кресло премьер-министра. У него власть уходит вот буквально ежедневно. То есть я читаю новости из Британии, когда готовлю свой дайджест ежедневно. Я просто вижу, как вот идут из Лондона, идут поток новостей, которые показывают, что Стармер становится все менее и менее и менее премьер-министром. То есть там явно все идет к тому, что будут выборы, и, естественно, лейбористы исчезнут в пучине, так сказать, вот, политической. Макрон тоже абсолютно уходящая натура. То есть он не интересен абсолютно никому, кроме почему-то, значит, Украины. Польский премьер-министр ожидает выборов президента, и от этого будет очень многое зависеть. И, насколько я понимаю, все шансы стать президентом там у человека, который не очень совпадает по взглядам, значит, с премьер-министром. И потом, опять же, Туск, он, в общем, в значительной мере тоже в сложной ситуации, потому что он пришел к власти на проевропейских настроениях, а потом все оставшееся время, по сути, спорил с Европой, с Брюсселем по поводу интересов Польши. То есть, в общем, он завис вот на этой растяжке, из которой ему очень трудно выбраться. Ну и я уже не говорю, так сказать, в канцлере Мерце, германском канцлере. Он выиграл выборы, да, его там со второй попытки, значит, назначили канцлером, но он тоже находится в очень своеобразном положении. Его возможности, его шаги, его даже высказывания уже жестко ограничены тем, что, как мы все знаем, в Германии растет новая мощная политическая сила. Альтернатива для Германии – это тоже те же правые, которая очень сильно может переменить настроение в политическом в политической верхушке. И Мерцу тут особенно нечего предложить. Он не актуальный канцлер, он, так сказать, вынужденный канцлер в значительной мере. То есть получается, что у Зеленский вроде как опирается на Европу, но эти люди не представляют сегодня Европу уже. Они или уже не представляют, или, так сказать, скоро не будут представлять. А ему надо думать о том, если уж говорить о поддержке, если уж говорить о партнерстве, то ему нужны союзники, настоящие союзники. И вот здесь они как бы их не просматриваются. И вот от этого вступления, так сказать, я перейду к тому, что в Берлине, значит, канцлер Фридрих Мерц, он выступил с первой такой программной речью. Вот, значит, из всего, что он сказал, больше всего внимания, значит, привлекла та его часть речи, посвященная армии. Значит, канцлер прямо заявил, что он хочет превратить Бундесвер в самую сильную армию Европы. То есть тут, конечно, у каждого, кто знаком более-менее с историей Европы и с историей европейских армий, значит, возникнет мысль, а как так Германия все это дело переиграла из той ситуации, в которой она была, где ей чуть ли не запрещено было иметь вообще армию, где вообще Европейский Союз возник как один из инструментов сдерживания Германии, то есть где в Европе постоянно шла речь о том, как бы нам, значит, спутать ноги и руки Германии, чтобы она не вздумала повторить какие-нибудь, значит, случаи из прошлого. И вот мы дожили до момента, когда Германия говорит, что вот мы будем делать крупнейшую армию Европы. Вот, это, конечно, серьезные перемены. Тут однозначно они требуют своего еще детального анализа. Вот, но по мнению канцлера, значит, что именно большая, крупнейшая армия, она подходит стране, значит, которая имеет самое большое население и самую мощную экономику на континенте. Тут он, конечно, немножко приукрасил картину, потому что, да, Германия мощная экономика, но не надо забывать, что она уже несколько лет находится в состоянии такой, значит, зависания, стагнации. Она не растет.
Германия находится в состоянии экономического кризиса. И в этой ситуации говорить о большой армии означает неизбежно встать перед вопросом, а где взять деньги? То есть, и вот тут ответа на этот вопрос нет. Уже вот это все, тем более, что Германии грозит другая, так сказать, тема. Это тема повышения расходов на оборону до 5% ВВП, как члену НАТО. Причем, что интересно, Мерц про НАТО даже не вспоминает, когда говорит о том, что Германия должна иметь армию. То есть речь идет о своей армии. Напомню, что, например, у Макрона, Макрон долго носился с идеей европейской армии. То есть, опять же, кроме натовской, значит, Макрон вынашивал идею европейской армии. Вот. И даже теперь же в Европейском Союзе есть же специальный даже секретарь, комиссар по вопросам, значит, перевооружения. То есть этой теме там уделяют внимание. Но, повторяю, тут явно просматривается желание Германии вести независимую самостоятельную политику в этой сфере. Денег нет, повторяю, денег нет на это все, значит, они будут, скорее всего, искать какие-то кредиты, какие-то возможности займов на открытом рынке, на свободном рынке, выпуск каких-то документов, там, облигаций, значит, обязательств финансовых и так далее. То есть, в общем, это все долги. Долги, эта большая армия будет означать колоссальные долги для Германии. Вот. И, естественно, это не может. Повторяю, вкупе с идеей повысить расходы до 5% ВВП военные, это уже вызывает напряжение в коалиции. Вот, значит, социал-демократы, которые, как ни странно, в коалиции, значит, с христианскими демократами, они уже высказали свое мнение и сказали, не-не-не, давайте подождите, то есть давайте разберемся сначала с деньгами. То есть они вообще есть или их нет. То есть, а потом уже будете, значит, повышать там что-то. То есть вы не забывайте, что финансовые вопросы – это ключевой вопрос коалиции именно, коалиционного соглашения. Вот. И тут у Мерца впереди очень много сложных и интересных, так сказать, переговоров. В его речи мне понравились два места. Значит, первая была такая фраза, что он хочет быть настолько сильными, чтобы не пришлось использовать оружие. То есть он говорит, что мы как бы должны быть, такая мощь, как бы в стране должна быть такая мощь, чтобы до войны, вот до реальной войны, дело не дошло. Это, в общем, концепция, которая сегодня доминирует в Европе. Европейцы исходят именно из этого. И НАТО, в общем, в значительной мере создано как инструмент неэффективного ведения войны. То есть они не собираются воевать. Их задача сделать все необходимое, чтобы войны не возникло. Вот это очень важный тезис, который у нас, к сожалению, в Украине совершенно забыт, заброшен и затерт, так сказать. Именно для Украины эта идея была бы очень кстати. То есть подумать о том, каким образом нам сделать страну достаточно мощной в экономическом, в первую очередь, плане. Для того, чтобы закончить вот эти вот постоянные стоны по поводу того, что нам не повезло, значит, с историей, у нас тут под боком опасный враг, опасный сосед, непредсказуемый там агрессор, значит, по своей природе, тоталитарный режим и все такое прочее. Если ты имеешь мощную экономику, тебе по большому счету наплевать, кто твой сосед. И у соседа не возникнет никаких мыслей воевать с теми, кто гораздо сильнее и мощнее. В общем, эта мысль Мерца, она исключительно актуальна, причем в первую очередь для Украины. А вторая его идея тоже, как ни странно, просто ложится как бы 100% на нашу ситуацию. Он заявил, что сила предупреждает агрессию. А вот слабость является, по сути, приглашением к агрессии. Вот это очень тоже трезвая и глубокая мысль.
Украина во многом стала жертвой агрессии именно в результате с той слабости, которая возникла в результате политики партии и правительства. То есть это не столько коварный замысел Путина, каким бы он там ни был, мы сейчас это не рассматриваем. Но то, что война пришла в Украину, это в значительной мере следствие ее слабости. Украина – беднейшая страна Европы, Украина – страна с разрушенной, по сути, экономикой, в колоссальных долгах, в государстве, с государством, которое оторвано вообще от реалий того, что происходит в стране, и государство живет за счет внешних денег, за счет внешнего финансирования, а следовательно, они не имеют никаких резонов, так сказать, обращать внимание на то, что вообще происходит в стране. В этой ситуации такая страна, как Украина, в этом состоянии, просто не могла не стать объектом агрессии. И вот хорошо, что Мерц, так сказать, эти вещи проговаривает. У нас, к сожалению, такого не услышишь. Его идею про крупнейшую армию я еще хочу немножко прокомментировать с точки зрения того, что я говорил раньше, вот когда говорил о противостоянии Европы и России. Противостояние тут, конечно, в кавычках. Это скорее партнерство. Значит, речь идет о том, что, как мы, так сказать, уже знаем из того, что сказано, из того, что мы знаем исторически, Европа сделала все для того, чтобы взять под контроль Россию, так сказать, как зависимое государство, зависимое с точки зрения денег, зависимое экономически. Европа контролирует Россию, сегодняшнюю Россию. Благодаря продаже, так сказать, нефти и газа до войны вот еще Европа полностью контролировала Россию и полностью могла быть уверенной в том, что никаких агрессивных действий со стороны России не возникнет. То есть Путин прекрасно выполнял вот те обязательства по тем договоренностям, которые еще он унаследовал от Советского Союза. То есть Советский Союз изображал из себя опасного врага и продавал этот образ, так сказать, Западу. Вот. А любое государство требует такого врага. То есть, особенно если он еще и подконтрольный экономически, то это просто идеальная картина. И Россия после распада СССР, она уже перестала быть опасной, допустим, для Америки формально, но для Европы Путин сохранил вот этот свой, так сказать, имидж врага. У него есть атомное оружие, у него большая территория, у него большое население, у него куча всякого железа, значит, военного осталось от СССР. Вот, в этой конфигурации он идеально вписывается вот в эту модель. А европейские политики, они активно на этом, так сказать, наживались. То есть они продавали своему населению идею защиты от вот этого врага с Востока, и все были довольны. Вот. То есть в силу экономических причин это партнерство разрушилось. То есть оно стало, так сказать, начало просто лишаться, так сказать, экономической основы. Именно это повлекло за собой потом войну и вот все, что мы видим сейчас. Путин, конечно, заинтересован в том, чтобы вернуться к этой старой модели, чтобы Европа снова покупала у него все, что он может ей продать, а он будет, значит, по-прежнему выполнять роль вот этого контролируемого врага, контролируемого военного, значит, соперника, так сказать, на континенте. И вот эта ситуация, она позволяет сегодня европейцам, и в частности Германии, говорить о большой армии. То есть именно война в Украине, то, что Путин начал войну в Украине, позволяет европейским чиновникам, несмотря на катастрофическую, в общем, ситуацию в экономике, в Европе очень все непросто с экономикой, с деньгами, тем не менее вести разговор о перевооружении, о выделении 800 миллиардов евро на перевооружение. Вот Мерц говорит о крупнейшей армии в Европе. Все это они способны делать, говорить об этом, заявлять это только благодаря тому, что Путин ведет войну в Украине.
То есть он, по сути, выполнил как бы вот свои обязательства перед европейской политикой, обеспечил им возможность мобилизации колоссальных денег, которые они потом будут, естественно, с удовольствием тратить. Это мечта любого политика, это мечта любого государства, иметь большие бюджеты. Без вот этой угрозы реальной никто, конечно, не смог бы говорить ни о какой-то крупнейшей армии, ни о каком перевооружении и так далее. Вот. Поэтому в этом смысле Европа заинтересована, безусловно, в том, чтобы эта война продолжалась. Какое-то время она в их интересах еще будет. Они не сильно тратятся на помощь Украине, они не участвуют. Мерц, кстати, в своей речи четко обозначил, что мы, безусловно, поддержим Украину, но мы не являемся стороной в этой войне и не будем стороной. То есть ни о каком союзничестве речи не идет. Он будет использовать эту войну для преследования своих целей, политических, экономических целей, чтобы не было никаких, так сказать, сомнений в этом смысле. То есть вот эта ситуация, она, конечно, усложняет вот то, что происходит в Европе относительно войны. Мы не можем полагаться на европейцев как на силу, которая всячески будет стремиться остановить эту войну, прекратить ее. Нет, европейцы вполне лояльно относятся к этой войне. Раз уж она началась, они просто будут использовать ее в своих интересах. Вот. Ничего здесь, так сказать, радикального от них ожидать не приходится. Они в очередной раз готовят какой-то, значит, пакет санкций, который на самом деле ни о чем. То есть там они говорят о том, что они будут преследовать теневой флот. Но дело в том, что этот теневой флот потому и является теневым, что ему наплевать на всякие преследования. То есть, другими словами, это уже корабли-призраки, то есть на них нет управы формальной, их только можно топить. То есть если бы Европейский Союз сказал, вот мы высылаем подводные лодки, которые будут топить эти корабли, тогда можно было представить себе, что это какое-то радикальное решение. А то, о чем говорят европейцы сейчас, это просто констатация того, что ничего с этим флотом они сделать не могут, потому что большинство компаний, которые являются операторами этих суден, это европейские компании. В частности, греки активно в этом участвуют и так далее. То есть это бизнес, которому ничего не вредит, а с политической точки зрения это просто разговоры ни о чем. Вот, поэтому в этом смысле мы должны очень трезво относиться к тому, что Европа может предложить и вообще как она выглядит на фоне вот этих всех процессов, связанных со стремлением к миру. Из Европы на этой неделе, я уже говорил, что много новостей, но вот я хочу выделить новость, связанную с тем, что Еврокомиссия в очередной раз рассматривала ситуацию с отношениями с Украиной, значит, в торговых отношениях с Украиной. Как известно, европейцы предоставили Украине льготный режим с началом войны для продажи сельскохозяйственной продукции. Значит, там, естественно, не обошлось без скандалов, потому что Украина не может предложить рыночные отношения. То есть со стороны Украины это было монополизованное, так сказать, монополизированное государством активность, которая далека от рыночной, далека от экономики. Вот. И поэтому сразу возникли разного рода злоупотребления, там демпинговые цены, продажа, значит, налево, там по непонятным контрактам, неизвестным операторам и так далее, и так далее. Вот, то есть все это заканчивалось, как известно, скандалами, там блокировкой границы, значит, протестами польских фермеров, потом протестами вообще фермеров, практически всех европейских. И вот Еврокомиссия, значит, сейчас рассматривает этот вопрос весь в комплексе, в связи с тем, что 5, если не ошибаюсь, июня заканчивается вот этот период льготного режима. То есть
те льготы, которые Европа предоставила Украине, завершаются, период завершается. И, судя по всему, судя по тому, что мы знаем из медиа, Еврокомиссия склоняется к тому, чтобы вернуться до довоенному режиму. А это значит ограничения, очень серьезные ограничения на продажу сельскохозяйственной продукции из Украины. То есть, судя по всему, прессинг собственных фермеров, он настолько силен, и зависимость европейских политиков от сельскохозяйственного лобби настолько сильная, что они не могут даже помыслить о том, чтобы предложить какой-то компромиссный вариант, несмотря на все вот эти разговоры о переговорах о вступлении в ЕС, о том, что Украина потенциальный, значит, член ЕС. Вот, это все не имеет никакого значения. То есть мы будем иметь, судя по оценкам, значит, если вот этот режим вернется, довоенный режим ограничений, Украина будет терять от 3 до 3,5 миллиардов евро ежегодно. У нас, конечно, возникнут серьезные проблемы со сбытом продукции. Это будет означать только, скорее всего, сворачивание производства. То есть сокращение производства. Или же, может, какие-то, значит, теневые процессы будут активированы, что всегда в Украине работало. То есть Украина всегда переходила к каким-то, значит, неофициальным каналам. Но тут можно сказать только одно. Вот эта зависимость от европейского рынка, она, конечно, нездоровая. То есть при всем том, что можно приветствовать только международную торговлю, и то, что Украина находит рынок сбыта где-то там, значит, за пределами, надо понимать, что Украине не хватает внутреннего рынка. То есть все эти вещи не были бы настолько болезненными, настолько критически важными, если бы в Украине был свой собственный внутренний рынок на сельскохозяйственной продукции. Ведь нам, допустим, украинским фермерам, им некому продать свое зерно, потому что в Украине нет такого производства, которое могло бы освоить такие объемы. Более того, украинское зерно не всегда того качества, которое как бы хотелось бы видеть производителям. Вот. И самый важный, конечно, фактор – это то, что сельскохозяйственное производство, повторяю, является частью монопольной активности государства. То есть фермеры, частная инициатива выращивают это зерно, демонстрируют очень даже неплохие показатели, урожайность, разнообразие продукции и так далее. Но потом им некуда деть это зерно, как только отдать его государству. Или же близким к государству операторам этого рынка, то есть аффилированным с государством. А это означает, что дальше начинают работать механизмы монопольной продажи. То есть государство продает это зерно и эту всю продукцию по тем ценам, которые считают нужным. Для государства не существует ни рыночных цен, ни эффективных каких-то цен, ни выгодных цен. Им важно обернуть эту продукцию в свободно конвертируемую валюту по любой цене, по сути. Потому что государство никогда не знает, что такое издержки. Когда вы, как государство, живете из налогов или из каких-то внешних поступлений, то эти поступления компенсируют вам любые издержки. То есть, условно говоря, постоянно приходящие налоги позволяют занижать цену продаваемой продукции и закрывать на это глаза. Так когда-то было, напомню, с рудой, с металлом, с чугуном, когда еще Восток был индустриально, так сказать, активен. То же самое, те же истории. Украина не вылазила из судебных процессов, значит, демпинговых разбирательств и так далее, потому что продавали по любой цене, лишь бы сбыть это все и получить свободно конвертируемую валюту, которую тут же сразу распределяли там же за рубежом все заинтересованные лица. Вот та же история происходит, к сожалению, и в сельском хозяйстве сейчас. Вот. А отсюда вывод, что без серьезных изменений внутри, то есть без серьезной либерализации рынка, никакая Европа нас не спасет. То есть никакой режим торговых отношений с Европой
никогда не будет достаточно эффективным. То есть мы будем постоянно попадать в зависимость, попадать в потери какие-то, будем нести все время какие-то утраты. И в первую очередь, конечно, будут страдать сами те же фермеры. Вот та основная часть, так сказать, людей, которые еще более-менее близки где-то к каким-то намеку на рыночные отношения. И вот у меня есть подозрение, что мы столкнемся с тем, что они просто будут сворачивать свое производство, а потом при первой же возможности после войны соберут вещи и уедут просто куда-то, где можно будет работать по-человечески. То есть тут эта сельскохозяйственная тема, она на самом деле открывает, так сказать, окно в глобальную проблему отсутствия либерализации рынков. Еще одна новость из Европы. Сегодня это как бы основной наш объект интереса. В Еврокомиссии, в этой многострадальной Еврокомиссии, разразился очередной скандал. Речь идет о том, что теперь в центре этого скандала Урсула фон дер Ляйен, президент Еврокомиссии. Она оказалась, значит, в центре скандала, связанного с ее переговорами в свое время с главой компании Pfizer, фармакологической компании. Понятно, о чем идет речь. Речь идет о пресловутой афере, так сказать, под названием COVID-19. Произошла такая как бы последовательность действий. Сейчас, как известно, в Соединенных Штатах большое внимание уделяется расследованию обстоятельств всей этой аферы. Все действия государства, действия тех или иных крупных компаний фармакологических. Вот, значит, как они это все делали, как они навязали эти свои вакцины, как они скрыли результаты исследований, которых на самом деле практически не было, тестов, так сказать, на безопасность. И в связи с этим американская газета New York Times, она обратилась с запросом в Еврокомиссию с просьбой предоставить им доступ к текстовым сообщениям, которыми обменивалась Урсула фон дер Ляйен и руководство компании Pfizer во время ведения переговоров, связанных с закупками вакцин. Они получили отказ. То есть, когда они обратились с просьбой «дайте нам доступ к этим текстам», они получили отказ. И они обратились в суд. И вот Европейский суд разбирался довольно основательно в этих вопросах и вынес свое решение. Это решение заключается в том, что Еврокомиссия нарушила принципы прозрачности и, значит, доступа к информации, свободы доступа к информации. И, соответственно, основной удар пришелся именно на Урсулу, потому что она, в общем, лично практически участвовала вот в этом запрете. Значит, о чем там идет речь? Она договаривалась о крупнейшей поставке вакцин, которая, наверное, была в истории человечества. То есть там речь идет о контракте в несколько десятков миллиардов евро и, значит, 1,5 миллиарда инъекций, по-моему, то есть этих порций, так сказать, этой вакцины фигурировало. Причем там значительные деньги выделялись авансом, это все растягивалось во времени, и там, по-моему, чуть ли не до сих пор, значит, Европа платит деньги Pfizer за вакцину, которая на самом деле уже давно никому не нужна. В общем, Европейский суд однозначно назвал это нарушением. То есть сейчас возникла довольно странная ситуация. Дело в том, что Урсула фон дер Ляйен, кроме всего прочего, что она возглавляет как бы Европейский Союз, она является и, значит, руководителем вот комиссии, которая как раз и занимается прозрачным доступом к информации. То есть это ее непосредственная задача. И это жесточайший удар по ее репутации. Она сравнительно недавно начала второй срок своего президентства. И это означает, что этот второй срок начался, так сказать, очень с серьезных проблем.
где, значит, суд судебное решение оставляет, значит, Европу и вообще текущую ситуацию. Во-первых, в Европейском парламенте будет создана комиссия, которая будет вести свое расследование этого. Это означает, что там на нее будет спущено, так сказать, ну, всех собак спустят, которых какие только возможно. Второе. Европейская прокуратура ведет расследование, тоже ведет свое расследование. Причем она не только речь идет о вот этих там текстовых каких-то сообщениях и доступе, она ведет расследование во всех финансовых обстоятельствах. Почему и как эти все контракты были подписаны, и соблюдались ли там интересы вообще ЕС в этой всей истории, то есть интересы граждан стран ЕС, когда подписывались такого рода контракты. Нет ли там, так сказать, двойного дна? А это означает, что в ближайшее время еще будет больше скандалов, больше разбирательств на эту тему, если, конечно, европейцы не сумеют это все дело как-то замять. В парламенте, хочу особенно подчеркнуть, в парламенте обсуждается уже вопрос привлечения Урсулы к даче показаний под присягой. То есть с нее будут буквально уже брать, так сказать, показания, как в уголовном таком разбирательстве. Ну а самое интересное, это то, что во всей этой истории пока что есть одно большое темное пятно. Никто не знает, сохранились ли эти текстовые сообщения. То есть, возможно, что их уже удалили. И таким образом эта история будет еще, так сказать, жестче покрыта мраком. Но не исключено, что они все еще есть. То есть вот это еще будет как бы второй акт этой драмы. Вот. Одно можно вынести интересное наблюдение из этого, это то, что чисто такое технологическое, что СМС и любые текстовые сообщения в европейской бюрократии теперь окончательно считаются официальной перепиской. То есть эти сообщения должны регистрироваться и заноситься в соответствующие, значит, списки и каталоги. То есть в случае чего к ним должна быть возможность обратиться, и, значит, любое заинтересованное лицо может сделать запрос и получить доступ, значит, к этим текстовым сообщениям. Это, конечно, довольно серьезный сдвиг вообще в мире бюрократии, которая привыкла к тому, что если нет бумажки, то как бы и нет ничего. Вот. Нет, бумажка уже, так сказать, недостаточно. Уже есть теперь новые носители, новые возможности, и бюрократы должны к этому приспособиться. Ну, закончить практически сегодня я хочу вот еще одной новостью, на этот раз из Парижа. Речь там идет о том, что в начале этой недели были обнародованы результаты опроса общественного мнения, и где опрашивали всех французов, и речь там шла о следующем. Значит, французов спросили, хотели бы они получить возможность провести референдум по ключевым вопросам, которые их волнуют. Вот есть принципиальные вопросы, так сказать, жизни страны. Хотели бы они лично высказать, так сказать, на референдуме свою точку зрения. И надо сказать, что, естественно, это предложение, ну, я не знаю, естественно, но, наверное, естественно, вызвало бурную позитивную реакцию. То есть более 80% французов ответили, что они хотят провести референдум по вопросам, причем ключевым вопросам, которые более всего волнуют общество. Значит, это, во-первых, налоги. Второе, государственные долги, пенсионная реформа, иммиграция. То есть это все болевые, буквально болевые точки государства, государственных, так сказать, обстоятельств, в которых существует Франция. Почему мне, ну, то есть там разное количество людей высказались за разные темы, то есть многие, например, хотят референдум по пенсионной реформе.
Помните, Макрон же протащил эту свою реформу абсолютно левым способом. Он там с помощью махинаций избежал утверждения ее в парламенте. Вот, то есть он, по сути, навязал ее. Были протесты, были там, значит, всякие водометы на улицах и так далее. Но, в общем, это все дело улеглось. Но видно, что французы не успокоились. То есть они не хотят смириться с этим всем. Естественно, миграционная политика вызывает острую очень реакцию. Но здесь мое внимание больше привлекло именно то, что французы хотят референдум по налогам. Это, конечно, жуткая новость для, например, украинской власти. Почему? Очевидно, в нашей Конституции написано прямо и черным по белому: запрещены референдумы по вопросам налогов, значит, государственных расходов там и, значит, еще, по-моему, помилованию. Вот, то есть, понимаете, насколько вот эти настроения французов, а это, в общем, настроение Европы, современное состояние европейцев. Они не верят государственной власти. Если раньше они еще были в каком-то таком состоянии определенной эйфории, это заметно, кстати, вот по британцам, за кем я особенно внимательно слежу. Они теряют доверие к политикам, государству и так далее. То есть на них уже не действует вот это охмуряющий ореол, значит, многолетние традиции там каких-то, значит, политических традиций. Не-не-не, все. Это все в прошлом. Люди понимают, что их просто обманывают, что над ними издеваются. Вот, и они перестают быть удовлетворенными вот результатами выборов, например, там и так далее. Они понимают, что это ничего не меняет. Британцы те же меняли несколько раз правительство за последнее время, никакого влияния это не оказывает на ситуацию. То же самое происходит и с французами. В частности, огромную активность, очень активно в этом опросе проявили избиратели Ле Пен. Марин Ле Пен. Ей, как известно, запретили участие в президентских выборах, которые будут в ближайшее время. Макрон в них принимать участие не будет, он уже не может, у него второй срок. А Ле Пен еще может попасть в них. То есть ей суд запретил, но по графику, так сказать, судебного разбирательства есть еще время на апелляцию, и если апелляция будет удачной, то она успеет вернуться, так сказать, в политический театр. А это означает, что вот с теми настроениями, которые мы сейчас наблюдаем во Франции, у нее есть все основания для того, чтобы претендовать на победу. Но самое смешное тут другое. Даже если ей запретят, и она не сможет принять участие в выборах, непонятно, какая политическая сила вообще способна сейчас что-то сделать конкретное в нынешней Франции. Макрон довел ситуацию до такого абсурда, когда левые там что-то, которые, значит, какие-то левые совершенно радикалы, значит, объединены с какими-то правыми, которые не совсем радикалы. И таким образом они ухитряются изображать из себя какое-то правительство, которое, судя по всему, обречено на замену, на ближайшую замену. То есть в общей картине мы видим, что это один из элементов вот этой мозаики глобального кризиса государства, который мы переживаем. Надо понимать, что система государств, которая возникла, вот национальных государств, которая возникла после Первой мировой войны, она, судя по всему, себя исчерпала. То есть даже в тех странах, где были относительно неплохие экономические условия, и там, где государство более-менее, так сказать, ухитрилось присосаться, так сказать, к нормальной экономике и чувствовать себя комфортно, эти времена позади. Все, прошло это время. Вот нынешняя фаза развития государства под названием социальное государство, это уже настолько опасно для общества. То есть современное социальное государство, оно разрушает не только экономику, оно разрушает общество как таковое, потому что оно просто раскалывает общество до основания.
надуманными разными вот этими своими, значит, политическими конструкциями. И, судя по всему, человечество постепенно подходит, так сказать, ну, терпение людей подходит к концу. То есть мы, вот все то, что происходит на наших глазах, вот эти псевдовыборы, вот эти, значит, смешные, то есть даже в рамках того ритуала, какими выборы были, они уже не работают, то есть они выглядят просто комически. И их уже нельзя проводить, ну, с надутыми щеками, так сказать, с серьезным выражением лица. То есть, например, как может быть вот левые и правые организовывать коалицию? Как, например, в Британии призывают, вот сейчас в Британии призывают консерваторов и лейбористов организовать совместную коалицию, чтобы не пустить новую партию, вот, которая там, значит, развивается, партия реформ. То есть звучат просто абсолютно абсурдные предложения, которые направлены на одно – отчаянные попытки сохранить вот этот политический порядок, который до этого существовал. Он уходит в прошлое, и на его место ничего не приходит. Все, то есть государство как таковое, как вот баг, так сказать, человечества, себя исчерпало. Его можно было терпеть какое-то время, это время позади. Ну, у меня вот еще есть буквально пару минут. Я хочу напомнить, что Билл Гейтс вот на днях сообщил о том, что он 99% своих денег, значит, отдаст на благотворительность. Речь идет примерно о 200 миллиардах долларов. Внушительная сумма. К сожалению, Билл Гейтс тратит деньги не только на полезные вещи, но и на всякого рода глупости. Но, тем не менее, здесь важно само событие. То есть благотворительность неразрывно связана с рынком. Вот это то, чего в Украине, кстати, очень многие люди не понимают. Они почему-то привыкли к тому, что благотворительность – это только то, что государство организовывает. Вот если в государстве какие-то благотворительные организации или там чуть ли не само правительство заявляет, что мы там помогаем обездоленным, там еще каким-то больным и так далее, малоимущим, значит, это вот и есть как бы задача правительства. Это полная чушь. То есть благотворительность – это свойство рынка. То есть только на рынке это движение возникает, и только на рынке оно может существовать и развиваться. То есть благотворительность связана с рынком очень важным аспектом. Рынок требует заботы о имидже, о репутации человека. То есть если вы хотите быть успешным предпринимателем, если вы хотите добиваться успеха на рынке, вам надо заботиться о собственной репутации. А забота о репутации напрямую связана с помощью людям, которым нуждаются в этой помощи. И таким образом богатый человек, он неизбежно приходит к тому, что он начинает вести благотворительную деятельность. Это естественное решение, позволяющее ему поднять собственный имидж, собственную репутацию, собственное, так сказать, самоощущение себя. И более того, на рынке каждый человек начинает заниматься благотворительностью, потому что это становится просто частью образа жизни. Для этого не надо быть особо богатым. То есть любому человеку является естественным заниматься благотворительностью. Я для себя это объясняю тем, что это связано напрямую с правом, вот с правовой культурой. Правовая культура – это взаимная вещь. То есть вы уважаете чье-то право и рассчитываете, что будет уважаться ваше право. Вот эта взаимность, которая как раз и рынок, они нас сплачивают, так сказать, в одно общество. Общество возникает именно в результате обмена. Это логически находит свое продолжение в благотворительности. То есть мы начинаем помогать друг другу. Мы заинтересованы в том, чтобы рядом был кто-то, кому хорошо, а не кому плохо. Потому что мы не живем за счет других, как государство. Вот государство как раз, оно несовместимо с идеей благотворительности, потому что государство живет за счет других людей.
То есть и оно предлагает нам всем способ, так сказать, организации жизни, жить за чужой счет. Вот это несовместимо с благотворительностью. Более того, благотворительность, государство просто убивает благотворительность благодаря налогам. То есть налоги делают, так сказать, ситуацию, в которой у людей отнимают просто все деньги свободные, которые можно было бы направить на благотворительность. Государство эти деньги проедает буквально, буквальным образом. И все. И, так сказать, и если вот у кого-то возникает вот эта иллюзия того, что государство занимается благотворительностью, то этот человек должен сразу же представить себе, что государство может кому-то дать только тогда, когда оно перед этим сначала отняло гораздо больше. Причем у тех же, кто нуждается в помощи. То есть государство ничего не имеет своего. У государства нет своих денег, как известно. То есть все, что может дать государство, оно у вас сначала отнимет. А это не благотворительность. Это манипуляция, которая называется паразитированием. Вот государство паразитирует на всех сферах жизни, в том числе и на вот этой сфере, которая отличается, так сказать, помощью между людьми. На этом я, наверное, закончу сегодня. Я думаю, что мы охватили практически, ну, по крайней мере, все, о чем я хотел сказать, я сказал. Да, ну вот, кстати, я единственное, что вот вас слушал и вспомнил, что почему-то люди как-то забыли, что на самом-то деле первые деньги в вакцины Pfizer вложил Трамп. Он выделил государственное финансирование и закупил фьючерс на вакцины у Pfizer, когда они еще не прошли никакой обработки. Вообще еще никаких не было исследований. Была очень серьезная. Он просто их закупил и все, в будущем. То есть было вгрохано огромное количество бюджетных американских денег. А теперь пытаются Кеннеди не выйти снова на Трампа. Это достаточно смешно выглядит. Потому что даже когда там Трамп в свое время же говорил, что это все плохо, все была афера, но вот когда я был, это все было хорошо. Хотя оно ничем не отличалось, и он вгашивал в это все деньги. Вообще, глядя на Трампа и Путина, самая большая проблема государства, что к власти могут прийти вот такие вот идиоты. Ну, что делать? Ладно, это... Кстати, по поводу сильной армии Европы мы уже упоминали, что если сейчас Германии удастся создать самую сильную армию, а потом придет к власти альтернатива для Германии, я не уверен, что сохранится Польша после этого. Последствия могут быть неожиданными. Когда Трамп и вся компания разваливает всю систему безопасности в Европе, как-то забывают, с чего это все начиналось и для чего это все организовывалось. Организовалось для того, чтобы Германия никогда не была сильной. И организовалось именно для того, чтобы Европа никогда не защищала себя сама. Для этого, собственно, американцы там и тусовались, и получали преференции, и занимались защитой Европы. Ну что ж, посмотрим, чем это все вообще в жизни закончится. Боюсь, что ничем хорошим это вообще не закончится. Ладно, да, кстати, теневой флот, это ж если почитать Клименко, это наш самый главный эксперт в Украине по флоту, Андрей Клименко, советую читать. Он считает, что никакого теневого флота не существует. Да, это искусственное название. Это искусственное название, это все, там теневых, действительно, там 2 или 3 баржи, которые ходят без флагов, без транспортеров, никому не принадлежат. Их там буквально пару штук. Да, да. А на самом деле весь остальной флот, он вполне легальный, он просто возит российскую нефть. И это делать вид, что это теневой флот, это обманывать себя. Нет никакого теневого флота, есть вполне нормальный флот. Это чисто пропагандистская конструкция, придуманная для того, чтобы оправдать то, что все это работает, так сказать, и на этом зарабатывают те же европейцы, на этом зарабатывают. То есть там все совершенно открыто. И лучшие санкции против теневого флота и не теневого, это только магуры, которые ракетами будут расстреливать эти танки. Это единственный, собственно, способ, он четкий и нормально работающий. Ну или беспилотники, прилетающие, по-моему, на российскую или по Усть-Лухе.
Ну, вот сейчас же попытались эстонцы остановить российский корабль, но получилось не очень. Вместе со всеми самолетами НАТО, в общем, Магур им наших там не хватает. Явно не хватает. Ладно, у нас есть вопрос, который я говорил, что он еще у нас в комментариях. Вопрос к Сергею Рачинскому. Как можно быть уверенным, что тот или иной ресурс несет правдивую информацию, а не изначально ложную? И как вы определяете манипуляции или махинации в новостях? Уверены ли вы в информации, которую предоставляют левые или правые издания? И не считаете ли вы, что они могут работать в таком-то сговоре друг с другом, иногда ради своей собственной выгоды? Тем более, если учитывать, что политикам нет никакого доверия. Ну, в принципе, очень хорошее наблюдение. Значит, смотрите, тут моя логика такова. Что я рекомендую обычно вот в комплексе мер под названием медиаграмотность? Первое – это отбросить интерес к тому, что не является вашим принципиальным интересом. Вот, понимаете, мы привыкли к широкозахватному потреблению новостей. Это ошибка. То есть изначально надо из всего потока этого мутного выделить только тот сегмент, который для вас критически важен. То есть это та тема, которая касается вашей деятельности, например, там, или, ну, то есть чего-то, что связано с вашей работой, с вашей активностью. Это означает, что в этой сфере и вы тоже являетесь в какой-то мере компетентным изначально. То есть вас уже так просто не разведешь. Второе. Здесь, как и во многих других случаях, когда мы говорим о потреблении каких-то товаров, а информация тут в данном случае это товар, необходимо выбирать поставщиков. То есть надо пробовать. Вы пробуете просто понемногу тех. И таким образом вы в конце концов находите те источники, которые вас устраивают. То есть вы видите, что эта информация, по крайней мере, с вашей точки зрения, выглядит пристойно. То есть здесь нет откровенной какой-то лабуды, каких-то откровенных, значит, махинаций, пропаганды какой-то и так далее. Это непросто, то есть это значит, нужно критически очень относиться к тому, что вы потребляете. Но, повторяю, первое, минимизация. Вот первое – это минимизация. То есть ко всему остальному, это не значит, что надо избегать всего, нет. Но всю широкую палитру новостей надо воспринимать просто равнодушно. Ну, то есть, да, шум, вот информационный шум. Вот. Я, работая с источниками, ну, я, во-первых, опираюсь на свой опыт. То есть у меня есть определенный опыт уже многолетний. И я знаю примерно, как работают новости, как работают информационные службы. Я работал в разных и международных, и в украинских, и так далее. И, в принципе, мне понятно, откуда что берется. Конечно, здесь важна репутация. Репутация источника, первое. Второе. Я подвергаю, как правило, ту информацию, которую я ретранслирую, я подвергаю ее жестокому, так сказать, редактированию. Что я имею в виду? Я выбрасываю все оценочные суждения, всякие политические оценки, политические намеки там разного рода, значит, заявления политиков, слова и так далее. Я оставляю только суть. Ну, то есть события действительно и какой-то более-менее объективный контекст вокруг этого события. Это не гарантирует, опять же, ничего, так сказать, стопроцентного попадания, но это существенно сокращает вероятность ошибки, вероятность заблуждения. Вот. Это, повторяю, опять же, приводит к тому, что вам приходится искусственно сокращать объем. То есть для этого я, собственно, и запустил Весткарь вот как сервис, потому что я видел, что информационный поток заполнен всякой фигней. То есть я из него вылавливаю и как бы очищаю и создаю очень сокращенный такой вариант, который, как мне кажется, выглядит более-менее достойно. То есть он таков, какой, как мне кажется, современному человеку может быть полезен.
То есть вы, что, как бы, понимаете, в потреблении новостей надо тоже понимать очень, какова роль вот этого сегмента информационного. Э, Если вы напрямую не зависите от новостей, вот если ваш, как бы, условно говоря, доход не зависит от качества новостей, то не надо особенно обращать на них внимание. То есть не надо сильно на это уделять, так сказать, этому какое-то особое отношение. Вот, относитесь к этому спокойно, то есть просто как к развлечению. Вот, но новости сегодня отнимают очень много времени. То есть сегодня человек обычно говорит, вот я хочу быть в курсе. Что это значит? Это значит, надо перелопатить огромное количество всякого мусора информационного. Вот как бы я пытаюсь предложить сегодня своим подписчикам продукт, где вам не надо ничего лопатить. Я уже все это очистил, как бы, и предлагаю вам то, что необходимо. Это не означает, что я покрываю все потребности, но, повторяю, специализированные вещи вы должны отбирать сами. То есть, если вы потребляете какую-то информацию по какой-то теме, то, естественно, лучше вас, в общем, никто и не знать не будет, а где брать ту или иную информацию. Вот. Я же моя тема это как бы более общего такого спектра новости. Вот. То есть я помогаю человеку, который занят делом, у которого нет свободного времени, много свободного времени, но который в то же время хотел бы, подойдя во время обеденного перерыва там, к кулеру в офисе, не выглядеть невежественным, услышав от коллег там какие-то, значит, новости, они обсуждают, и с другой стороны, и иметь что сказать самому. То есть поддержать как бы разговор на тему текущей повестки дня. Вот, собственно, сегодня это основная миссия новостей, потому что, повторяю, рынок у нас таков, настолько в зачаточном состоянии, что новости не играют принципиального значения. Новости – это в первую очередь инструмент пропаганды, это инструмент, так сказать, оболванивания, скрытия правды, это настоящей правды. Вот, деформации реальности, которые заинтересованы политики. Вот, поэтому ко всему этому нужно относиться очень критично. То есть, другими словами, жесткий очень отбор позволяет придерживаться, давать, по крайней мере, на выходе определенный более-менее качественный продукт. Мне кажется, проблема в том, что мы сейчас живем в таком мире, в котором, во-первых, нет независимых новостей, независимой журналистики, потому что от рекламы уже никто не живет. Настолько... То есть, когда-то газеты могли жить за счет рекламы, сегодня никто не живет за счет рекламы. Даже Нью-Йорк Таймс уже давно живет за счет спонсоров и прямого влияния государства. Не говоря уже о прессе в других странах, где вообще все закуплено кем-то. Тут было большое исследование, например, о том, как китайцы скупили вообще в Африке всю прессу фактически. Выдавая туда, не напрямую скупив, а выдавая туда бесплатно кучу информации. То есть, да, тут фактически уже все пропаганда вокруг. Тут есть я хочу просто добавить, что сегодня именно, что медийный продукт, он перестал уже давно быть продуктом предпринимательским в чистом своем, в оригинальном виде. То есть на нем еще можно зарабатывать, но двумя путями. Первый, вы продаете государству свой продукт, то есть вы просто обслуживаете интересы государства и получаете от него деньги. И второй, это когда вы занимаетесь этим кликбейтом, то есть когда вы занимаетесь навязыванием просмотра определенных рекламных сообщений каких-то. То есть когда вы морочите голову потребителю для того, чтобы он нажал куда-то, там что-то открыл, что-то посмотрел и так далее. Вот это как бы два способа. То есть сегодня тот изначальная модель, которая возникла в свое время, когда в Америке там, и в Британии появились эти penny press, так называемые, первые газеты дешевые, когда их на рынок выносили именно для того, чтобы обслуживать интересы массы людей, которым нужна была, допустим, информация там, о ценах, о работе, о жилье, о сдаче в аренду
о том, что там даже та же криминальная хроника имела большое значение, потому что, например, из криминальной хроники вы могли бы делать вывод, например, в каком районе города дешевле, ну, в смысле, безопаснее снимать жилье там и так далее. То есть это все имело значение. Опять же, когда у вас есть фондовый рынок, вот что важно. То есть, когда у вас фондовый рынок, и вы покупаете акции, то вы неизбежно потребляете информацию для того, чтобы понимать, что там происходит с вашими акциями. То есть, если вы купили акции японской компании, то вы неизбежно будете интересоваться новостями из Японии, что там в Японии, чтобы примерно хотя бы понимать контекст. Мы живем в стране, в которой нет массового фондового рынка, то есть поэтому нам начхать абсолютно на все, что там происходит. То есть, повторяю, новости превращаются чисто в информационный шум, способ убить время, так сказать, способ чем-то себя занять, развлечь и так далее. То есть и в этой ситуации, соответственно, и отношение должно быть к новостям. Да, забивание головы и времени. Ну ладно. Да. Будем на сегодня заканчивать. Думаю, что сегодняшний эфир был полезен, несмотря час 15-16, час 16-16 мы проговорили. Думаю, пора завязывать. А то будет перегруз и будет забивание головы, опять ненужной информации. Все, всем спасибо. Спасибо большое, Сергей, что уделили внимание. Спасибо, кто нас смотрел. Спасибо всем. Надеюсь, что было полезно. Ну, приходите через неделю, Сергей вам еще расскажет новую порцию информации. И подписывайтесь, те, кто не подписался, на Digest Висткар. Как подписаться, ссылочка есть в описании к видео. Так что подписывайтесь, читайте, и все будет хорошо. А с другой стороны, если вы подпишетесь, то будет неинтересно Сергея слушать. Так что даже не знаю, тут какой-то замкнутый круг там опять у меня получается. нет комментариев. У меня и там все-таки более жесткое соблюдение стандартов новостной журналистики. Я как раз сознательно разделил эти два жанра. То есть тот, кто подписан на дайджест, тот получает текст новости и ссылки на первоисточники. А вот сюда прийти полезно для того, чтобы услышать комментарий. Комментарий и анализ. Это вещи, которые не входят в дайджест. В дайджест их не запихнешь. Да. Поэтому приходите и слушайте. Все, будем сегодня заканчивать. Большое спасибо еще раз всем. И тех, кто не подписался, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И до встречи с Сергеем через неделю. Завтра Золотарева не будет, так что завтра отдыхаем. Все, всем спасибо и до встречи с Сергеем через неделю. Всем пока. Пока. Всем хороших выходных.